Здравствуйте! В этом видео я хотел бы рассказать о том, как можно создавать хорошие, интересные чемпионаты. Вот у нас здесь, как вы видите, я открыл экран этого мира. Безбрежное море, Endless Sea. В нем всего лишь 6, это молодой мир совсем, 6 городов, 12 атлетов. Там практически был один чемпионат. Вот его победители в том числе будут участвовать Купер и Ронни, да, которые здесь имеют мировые рекорды. Они будут участвовать. И еще я сейчас зайду. Значит, будем проводить это в Канаде. Специально создал Канаду, столица Оттава. В ней будет от самой Канады только один атлет, которого я хорошо подготовил. Очень хорошо его тренировал, достаточно много. Вот Грейс или Грейс, не знаю, 1500. Из 1500 создан атлет. Он пробежал достаточно много дистанций, 400 метров, и 10 метров он бегал, то есть и на выносливость, и на ускорение. Ну, может быть, здесь не очень много он потренировался, да, но 32 дистанции на 400 метров – это довольно круто. Плюс он все-таки местный атлет, а местный атлет – это очень много дает. Свои трибуны они всегда помогают, зрители помогают. Вот, и нам здесь осталось, сейчас у нас 17, 2 атлета из этого же мира еще, да, 19, чтобы было 20 атлетов. Сейчас мы зайдем в любого из них, это мы сейчас находимся в Оттаве, еще раз повторяю, да, вот сейчас 17 атлетов, 2 добавится из местного мира. Сейчас мы еще добавим последнего атлета, я уже его с другого устройства экспортировал, как видите, здесь практически все атлеты здесь для этого устройства импортированные, то есть это из внешних миров они. А я расскажу сейчас об этих атлетах. И вот последнего я специально хочу показать. Любого атлета заходим. И мы сюда заходим. Вот видно, что он сам экспортирован атлет. Вводим код атлета, который был экспортирован. Так. Все. Последний атлет у нас импортирован сюда. Вот, импортер. Это вот устройство импортера. Все. У нас теперь есть весь набор атлетов. 18 атлетов. И мы можем проводить чемпионат из 20 атлетов. Значит, кратенько сейчас остановлюсь на атлетах. Итак, всех этих атлетов я начал готовить к этому чемпионату со вчерашнего дня. У меня есть еще 2 телефона и вот компьютер, на котором я произвожу съемку этого видео. Постоянно практически 2 этих телефона я носил с собой. Где что только не делал, я включал, и у меня бегали атлеты, тренировались. Разные дистанции, 400, 200, там 10, ну 10 вообще сложно, потому что надо все время присутствовать. А 10-400 запустил, и все, и можно делать какими-то своими делами, да, заниматься. Вот я сейчас отсортировал специально по количеству денег. Минимум 404 вот у атлета, у Гарри 650. Это я для чего сделал, чтобы посмотреть, что хотел бы сделать еще в чемпионате, дополнительный взнос. Чтобы атлеты делали дополнительный взнос, чтобы победители получили реально большие деньги. Во-первых, здесь собрались вообще лучшие атлеты с 3 устройств, можно сказать, с 2. С этого у нас идет только 3 атлета, да. Один еще не участвовавший в соревнованиях, но хорошо подготовленный очень, и он один из 1500. И 2 победителя первенства, да. И лучшие, самые интересные атлеты из 2 других устройств, 2 телефонов. Вот они. Сейчас мы по времени отсортируем. Вот у нас 50, 100, 150 метров. Такие дистанции можно сделать на самом деле более показательно, наверное, будет, если мы выставим вот так вот. 100, 150, 200. Это будет более правильно. Я думаю, так. Сейчас она пересортирует. Так, вот. Более длинный, потому что это будет серьезный чемпионат. 50 метров у нас вообще не будет этой дистанции. Смысла в ней нет. Это для слабеньких чемпионатов. Здесь у нас сильнейшие бойцы мои, вот, которые вот уже медали награжденные, да. У них уже в командах есть специалисты. У некоторых даже до 4 специалистов, да. А это довольно серьезная прибавка.
Ну, некоторые вот медали, но вот нету. Уж, честно говоря, не помню, почему. По времени, значит, вот у нас самое лучшее время здесь вот Берни. Кстати, с Берни, да, была как раз последняя битва, они бились. Я хотел, честно говоря, другого атлета. Где он здесь у меня? Филипп 140. У него нету дистанции 400 метров, он не бегал, поэтому здесь не показало. Здесь у кого 400 метров нету, того не показывает. Не было на чемпионате последнем. Филипп 140, я думал, победит у меня на чемпионате, я его отправлю. Но победил Берни, потому что это был его домашний чемпионат. Мне казалось, что Филипп 140 будет сильнее все-таки. Но вот он, вот видите, здесь серебро, а Берни золото завоевал. В финале они, конечно, была битва серьезная, но Берни выиграл. Это вот родные стены, фактор это большой фактор, да. Хотя Филипп 140, мне казалось, поинтереснее был. Вот. Здесь из интересных атлетов я здесь еще сделал себя, Дмитрий, тоже специально создал для этого чемпионата. Очень хорошо тренировал, пробежал кучу дистанций, 10 метров 62 раза, 27 400, да, ну не рекорды, но много. Все дистанции достаточно много, то есть очень серьезно себя оттренировал. Ну, мне за себя будет интересно просто посмотреть. 2 дня всего лишь, вот видите, возраст всего-то, да. Здесь у нас и женщины выступают тоже. Победители последних первенств здесь были у меня. Вот Ирвин здесь, вот я смотрю, 2-е место занял, а 1-е место был чемпионат. Кто же у меня? Фолкнер победил. 1-е место это другой чемпионат. Мауи, обетованный мир. И здесь еще сильнейший вот старый атлеты. Гибсон, 49 дней, да. Гарри. Это очень сильный. Вот Рик, 1553 дня. Женщины сильные здесь тоже все. Но вот у него этих просто нет 400 метров результата, да. Марк 750 хорошо у нас потренировался. У него 4 человека в команде, да. И дистанцию он, ну, не очень прям уж много. Ну, неплохо потренировался. Я его тренировал достаточно долго. 47 дней у него возраст такой хороший уже. Форма у него набрана. Гловер у меня там побеждал. Очень сильный был чемпион. Как он? Ну, тоже он так подготовил. 35, 150 побежал. Хорошо подготовил. Они всех атлетов я... Если у кого-то было мало... Видите, все 16-13, вот Берни, да, меньше всех, да, и лучший результат, но это ни о чем не говорит. На самом деле, Марк тоже маловато, вот Дмитрий больше всех пробежал, это я себя тренировал, да, больше всех. В общем, здесь атлеты все очень сильные, все. Вот Дженни хорошо я тренировал тоже, довольно много, 24 400 метров, все там за 20, 100 метров, 26 раз, 22 раза пробежала. То есть, чем больше бежишь, тем вероятность ошибки меньше. Условно говоря, там 26 с вероятностью, когда ошибки выскакивают, то их там может быть 10, 20, 30, 40, в зависимости от дистанции, с вероятностью, условно говоря, 26% эта ошибка может быть исключена. То есть, ну, практически там прямая зависимость идет. Ну, соответственно, еще от тренера зависит, наличие тренера, сколько по контракту с тренером, там, если почитать, то все это будет понятнее, надо почитать. Просто вот здесь вот еще раз покажу. Вот здесь вот все расписано. Здесь подробно все расписано. И даже видео какие-то сняты, еще что-то не снято. Но вот сейчас вот еще как сделать чемпионат, вот я как раз сюда видео сделаю. Ссылку. Да, и вот я чуть не забыл, да. Сейчас я на самом деле... Вот рост, пожалуй, самая слабая у меня. Я подсортировал ее, да. Отправлю обратно домой. Вот так вот. Отправляем ее обратно. На том устройстве я просто тоже вот эту же кнопочку нажму, и она все вернется, да. Все. Рост здесь уже больше нету. Все. Я забыл еще, у меня есть атлет, с которого я начал вчера подготовку чемпионата. Это Усейн Болт, я его так назвал. Шерот Ямайка, он из этого мира. Он из 3000 создан. Из 3. Он не будет не местный. Не для Оттавы он не местный, тем не менее он из 3000, и я его тоже очень неплохо подготовил. Усейн Болт. 28 раз он пробежал
400, 10 метров, то есть у него вот эти дистанции не очень, конечно, хорошо, но некая интрига будет, да, посмотрим. То есть вот такие у нас будут атлеты. Все атлеты достойные, абсолютно все. И тем интереснее будет. Касательно атлетов могу еще добавить, что у меня еще достаточно много там хороших атлетов, но они просто не готовы пока к этому чемпионату, они просто проиграют вот этим вот. Эти вот лучше всего готовы, у них будут самые высокие результаты пока, ну, как я предполагаю. А там у меня еще целая когорта атлетов, которые будут, пока, может быть, даже будут сильнее вот этих, но у них пока мало пробежали. И у меня там есть и новые страны, я сделал и Мексика, да, там тоже сильные очень атлеты, но пока еще не готов, мне надо там провести чемпионат, чтобы понять, кто из них самый сильный, после этого я их отправлю. А это в основном победители всяких чемпионатов, здесь нет простых практически, они все вот с медалями. То есть вот Дмитрий, это я себя подготовил, да, Гибсон, он участвовал, просто неудачно там чемпионаты заканчивался, ну я в разработке, во время разработки, заканчивались чемпионаты до их окончания. То есть прерывались чемпионаты, и он ничего не получал. Я просто знаю, что он очень сильный. И мне вот интересно посмотреть, как он выступит, Гибсон 200, наконец, в какой-нибудь чемпионат, который, наконец, уже закончится. Я хочу понять, насколько он сильный, потому что мне казалось, он очень сильный, очень здорово выступал, бегал просто классно. А вот, ну, можно посмотреть. Он тоже очень хорошо подготовлен, у него, в общем-то, слабых дистанций нет, он все хорошо пробежал. И набег у него общий хороший, там по 20. То есть это вот один из, я считаю, тех атлетов, который может победить. Это претендент, один из основных. Гибсон, Филипп 140 очень сильно, я уже говорил, да. Гловер тоже, он тоже побеждал, но он тоже, у него больше было, чем там один чемпионат. Здесь два все-таки чемпионата показано, да. Он тоже, у него там прерывались, потому что у меня в стадии разработки некоторые чемпионаты прерывались до того, как они закончились, да. Вот эти достаточно молодые еще, ну, 37 дней уже тоже нормально. То есть здесь атлеты нет слабых. Итак, давайте теперь перейдем к созданию чемпионата. То, что мы хотим. Здесь вот был, как я уже говорил, всего лишь один чемпионат, откуда мы возьмем двух лучших бойцов, атлетов. Вот. Как я говорил, мы будем это делать в Канаде. Город поставляется автоматически. Страна поставляется автоматически. Значит, у нас здесь будет... все были импортированы в Оттаву. 2 с того чемпионата. То есть у нас 4 города будет, да? Вот здесь 100 тысяч я сразу уже поставил, да? 100 тысяч билетов, это в столице. 100 тысяч, я считаю, что атлеты должны заработать хорошо. Так, вот... Сейчас мы посмотрим, сколько это будет стоить и для атлетов. Так, давайте начнем с дистанции. Значит, во-первых, до 3 побед, понятно, да? Что возможен добавочный забег. Ну, по 2 забега каждому. Это всегда гораздо интереснее. И зрителям интереснее, и, соответственно, добавляет денег. Ну, начнем со 100 метров. Это разминочная такая. 150. 200, например. Третья дистанция будет. 400. Вот здесь вот, в принципе, может быть счет 3-0, до 400 не дойдет, да? Ну, это чтобы время сократить все-таки, да? Хотя это немножко неправильно, но я буду снимать. Вот. Ну и последняя дистанция у нас завершающая, когда со счетом 3-2 будет происходить. То есть здесь у нас как бы 2-1, здесь там 2-2 становится, если доходит до этой дистанции. То здесь уже бьется последняя дистанция. Ну, пусть это будет, например... 150 метров, достаточно такая нейтральная, не длинная и не короткая. Так, значит, 20 делаем тип play-off round, то есть сначала play-off идет, 20 атлетов ставим. Что у нас получается? Первая стадия play-off, они бьются, 20 атлетов, потом 10 остается, после 10 остается 5, и там потом для 5 у меня довольно хитрая там некоторая комбинация. В итоге у нас получается 19 битв на стадии плей-офф, когда играют они практически на вылет. Ну, за исключением после того, как их останется 5. Там немножко сложнее. Вот. Затем вторая стадия раунд-робин, круговой турнир. Не останется, то есть 4 вот из этой стадии выйдут атлета, лучшие, которые остались, прошли все вот это. И они пройдут между собой круговой турнир, это будет всего 6 битв. Модели будут бежать А01, значит 25 бит всего.
Что у нас получается? Ну, низкий рейтинг, потому что у меня атлеты и новички вообще есть, поэтому CR максимум, City рейтинг, все, что получается. Тем не менее, очки зарабатывать за первое место 16 баллов и за четвертое 4. Так, здесь все мы сделали. Теперь идем к требованиям к атлетам. Ну, учитывая, что у нас чемпионатов многих нет, значит 4 города, во-первых, ставим. 4 города. Атлеты из одной страны, ну, у нас вроде получается, нет, у нас разные страны. Количество стран, соответственно, там раз, два. Две страны, 4 города. Нет, даже не получается 3 страны. Так, никаких минимальных требований к атлетам, ну, 4 можно ставить, можно не ставить. Не принципиально, все атлеты довольно мощные. Можно там поставить 10, минимум 10 тысяч, да, можно регламент сделать, проводить даже еще чемпионаты подобные. Участвующие чемпионаты, некоторые 0 у нас, возраст тоже здесь, кому-то 2 дня, здесь у нас разные атлеты, да, рейтинги не ставим, дополнительные взносы. Ну пусть у нас там получается, так, сейчас зайдем, быстренько сюда забежим, значит, для 20 атлетов у нас получается взнос каждого 180, у нас там было 400, ну, можно 200 поставить, взнос, пусть будет 200, да. Заходим сюда. Допустим, дополнительный взнос. 199, кстати, мне нравится такая цифра. Все, здесь 10. Не получается сделать, ну ладно. 10 300 пусть будет. Так, все, возвращаемся обратно. Так, выберем всех атлетов для начала, потом выберем их ненужным. 25 выбрано, нам надо 20. Значит, кого мы исключаем? Так, ну вот этих сразу видно, по деньгам у них явно не хватает. Оп, а не у всех. Так, Усейн Болт я не внес ему денег, надо внести ему денег. Так. Что-то у меня мало атлетов. Зайдем. Усейн Болт, сейчас внесем ему денег. Место. Все. Так. Да, мы же еще хотели Рони взять. Где у нас Рони? Вот он, Рони. Рони тоже денег не хватает. Так, Рони. Заходим в Рони. Ну, пусть будет 350, не принципиально. Так, значит, итого у нас, ну, назовем его тогда Space, допустим, Cup. Space Cup. Можем сохранить. Кстати, вот на атлета теперь стало 324 RP с учетом дополнительного взноса. Сохраним регламент, чтобы у нас был. Вот, если что, у нас вот есть регламент. Все, вот у нас все подобрано. 20 атлетов заявлено, 20 выбрано. Из 3 стран, 4 городов, все как положено. Модель тренируется до 3 побед, дополнительные попытки, плей-офф плюс круговой. Все, можно стартовать. Вот так вот. Усейн Болт, ничего, вот это в команде, вот сколько, да? У него ничего. 19 раз пробежал Берни, да? А Усейн Болт 7 раз всего лишь пробежал.
Ну что ж, посмотрим. Всего лишь 24 тысячи зрителей смотрят. Соответственно, отношение местных зрителей к Берни так себе, желтенький. Не очень хорошее отношение, потому что он не их местный атлет, они ждут выступления местных атлетов, ну, правда, мало. Вот. На тренировке показал лучшее время Усейн Болт, это 9:08, но это все-таки тренировка. А здесь и много эмоций дает, очень много эмоций дает. 1/10 финал, ну, 20 атлетов, здесь вот Сити рейтинг, 20 атлетов, до 3 побед, плюс это дополнительные попытки возможно, то есть по 2 попытки забега у каждого атлета, ну это локация. Название. Вот так мы распределили дистанции со 100 метров. А нестабильная погода, вот это еще давно вносит дополнительный интерес. Может быть, кому-то повезет, кому-то не повезет, кому-то будет там ветерок дуть в спину, кому-то в лицо. В общем, нестабильная погода. Еще это дополнительно вносит. Рекорд Берни 8:72, но это Heaven Gate мир. Здесь модель другая, как она побежит, неизвестно. Рейтинг медальный. Сити рейтинг первое место. Соответственно, тренер и доктор. Доктор, чтобы не было допинга. Это если доктор есть в команде, значит допинг исключен. И атлеты не снимут соревнований. Вот двое мужчин, соответственно, да, Берни, Усейн Болт. Это 3000, это всего лишь из 45, всего лишь. Я специально ставил цифры, их можно выбирать, да. Он всего лишь из 45. Но у него двое здесь, с плечами некий опыт. 19 дистанций он пробежал за всю свою карьеру, это всего лишь 7 дистанций пробежал. 13 тысяч всего лишь он пробежал, а этот 15-270 в режиме тренировки. Ну, посмотрим, как вот. Да, еще здесь мировой рекорд для этого мира 8:74. Ну, Берни бежал в своем мире 8:72. Сейчас у него здесь среди всех атлетов 5-й результат вот это. То есть есть атлеты, ну, которые, понятно, что те, которые сюда прибыли, вот кто-то из них бежал еще лучше. 4 атлета лучше его бежал. Ну, мировой рекорд, повторяю, вот это. Первый забег, автоматический старт. У нас в режиме автомата модель А01 бежит. Внешний атлет. Это атлет с этого мира, но из Ямайки, Шервуд. А мы бьемся в Оттаве, Канада. Все. Вот это у нас разбивка на пары. Синий, черный, текущий, красный. Первый раунд, вот он у нас показан. Первый раунд соревнований. 10 битв будет в первом раунде, соответственно. Вот они все там, да. Кто из каких миров, ошибки. Ну, вот, местный атлет, Грейс, 1500. Вот, один всего лишь. Ну что, побежали. Автоматический старт. Все, дальше я ничего не делаю. Дальше сами не ведут. У кого-то из них лучше получается стартовать, у кого-то хуже. Так, 100 метров. 5:06, 50 метров. 1:12, 10. Так, 9:6. Ну, на мой взгляд, плохой результат. Но, может быть, для этого мира это нормально. Пошел второй забег. Итак, 9:63 у нас. 22-й. Это результат. Среди всех атлетов. Так, пытался угадать, не получилось. Один фальстарт есть. Если второй фальстарт, но второй фальстарт в автоматическом старте не будет. Ну, лучше у меня получилось. 25:48. Дождался зеленого, стартовал. 4:80 лучше бежит, лучше. 0,2 выигрывает. Ну, ничего себе, намного лучше пробежал Усейн Болт. Оправдывает свое имя. 9:16, 17 результат. Причем этот топал ножками. 15:88, 15:75, меньше. Но вот за счет, конечно, ошибок тут они много дают. 5 ошибок всего лишь, здесь 9. Что ж, дальше. Дополнительная попытка использовать этот атлет. Он пока проигрывает. Смотрим, как он побежит. Так. С погодой ему ничего, везет, все нормально. А, нет, вот чуть-чуть похоже, но в пределах разумного.
4,84. Отстает 4 сотых. Так. 9,22. Хуже пробежал на 6 сотых. 6,5 сотых. Здесь вот 10 метров хорошо бежит вот этот вот Усейн Болт. Сильный, да, атлет. Здесь 1,17. Вот, может быть, это и дало. Пока после 100 метров проигрывает Берни. Наш великий Берни. Может и не выйдет в следующий финал. Мне интересно было, конечно, чтобы он сразился со своим визави, с кем он там бился. С Филиппом. Так, 4,95. 50 метров. 9,32. 100 метров. 150 метров дистанция у нас сейчас. Так. Ну, 14-14. Ну, так себе результат. Обычно интересный 13. Посмотрим. Для этого мира пока. На этого мира рекорд 13.07. Фальстарт. Берни, давай. Второй забег. А ему не везет. Вот здесь, видите, погода поменялась. Стал дождик. То есть ему не повезло. 9.23. Но все равно он ведет. Лучше бежит. Лучше. Ну-ка. Да. 1/10. 1/10 он выиграл. Несмотря ни на что. Да, здесь вот 100. Я забыл сказать. 100. Это значит побеждает Усейн Болт. Он здесь нижний. Так. Дополнительная попытка. Усейн Болт. Давай, покажи, что ты можешь. Плюсик горит. Дополнительная попытка, значит. Вот так. Средняя погода у него. Не очень. И то есть дождичком. Так. 9,51. Проигрывает. Ну. И в итоге вот он здесь проигрывал. Здесь 2 сотых проигрывал. Здесь 3 десятки практически проиграл. А здесь все-таки выиграл. Буквально 6 сотых. 6 сотых выиграл. Ну что ж, дополнительная попытка теперь у этого есть атлета. Вторая попытка. 4-я, соответственно. 2 плюс 2 будет 4, да? Смотрим. Кстати, вот всего лишь он 3 раза бегал 150 метров, да? Поэтому у него результат был поначалу такой не очень хороший. Бегал бы больше, было бы лучше. А этот все-таки здесь пробежал 13 раз. Не ахти как много, но... Так, 1.07. Проигрывает пока. 4.84. Выигрывает. 6 сотых. Выигрывает. Так. Выигрывает 2 десятки. Но он и тогда выиграл. Ну-ка. 13.82. Все, он победил. 1-1 счет. Все-таки вот Берни не слабо атлет. Не слабо. Вот так вот он пробежал. Вот на 100, 150. 100 метров выиграл. Соответственно, Усейн Болт. 150. Берни. Смотрим следующую дистанцию. Следующая дистанция у нас 200 метров. Соответственно, счет 1-1. Эту дистанцию 12 раз бегал Берни, 14 раз Усейн Болт. Ну, здесь уже где-то близко, да? Все. Что ж, посмотрим. Бежит Берни сейчас первый, начинает. 18.22 здесь рекорд мировой. Смотрим. 1.08 старт, ну, нормально. 5.09, 50 метров, можно и получше. 9.75, ну, я считаю, не очень хорошо, плохо, я бы сказал. 150 метров, 14.31, ну, так себе тоже плохо. То есть пока они разминочно бегут. 18.9, 0,7 до мирового рекорда. Нельзя сказать, что это хороший. 28 сотых время реакции. Ладно, смотрим, что ответит Усейн Болт. Второй забег у нас, соответственно, на дистанции 200 метров. Так, 1.05. Ну, он лучше стартует, да, чем вот Берни, я обратил внимание. 4.82, ну, уже нормально. Почти 3 десятки выигрывает. 9.31, 4 десятки выигрывает уже, даже больше. На 150 метрах, ничего себе, уже 7 десятых выигрывает. Ну-ка, 8. Вот мировой рекорд, пожалуйста, да. Сразу и зрителям интереснее, да, становится все. Мировые рекорды они любят. Вот так вот, мировой рекорд. Все, вот они. Цвет у них одинаковый. Все. Вот так вот. Ну что ж, этому будет сложно ответить. И у него дополнительная попытка. Смотрим, что сможет Берни. Берни тоже непростой у нас парень. Он тоже сильный. Давай, Берни, покажи. И у тебя 2 специалиста. Тренер и доктор.
4,90. 8 сотых проигрывает пока. Бежит лучше уже. Но старт был не очень. 9,33. 2 сотых проигрывает всего лишь. 13,93. 3 десятки. Вот здесь все-таки, видимо, выносливость получше у Усейна Болт. Получше. 18,55. Устал он все-таки больше. Не смог выдержать темп заданный. 18,11. Это круто. 18,55. 13 результат среди всех атлетов. Здесь 8 результат среди всех атлетов. Хотя рекорд, ну это в другом мире 17.00, это очень круто. 17.00, но в другом мире, поэтому сложно их соотнести. Вот такого крутого результата пробежал в итоге не очень хорошо. А может быть он устал, потому что тяжелый чемпионат, здесь 100-150 метров начали, да. Обычно у меня 50, 100 там и так далее, да. Вот. Бежал у него здесь 15.56, ну может быть устал. 15.56 шагов в секунду. Так, в секунду, да, удар в секунду. Следующая дистанция, счет 2-1. Усейн Болт ведет. «400 метров». Вот теперь длинные дистанции реально, да? 28 раз пробежал Усейн Болт и 14 всего лишь Берни. Ну, здесь, конечно, мне кажется. Но посмотрим, тем не менее. У него и пробег получше, 15.870. Ну, он из 3000, у него обычно, у них выносливость очень высокая, из 3000. 1.06 стартовал он для себя не очень удачно, 10 метров. А 50 метров хорошо бежит. Хорошо бежит. 9.23, тоже хорошо. Да, хороший он. 13.74. Да, старт хороший. 18.35. Почти бежит как 200 метров бежит, да? 18.11 рекорд. Смотрим. 300 метров. 27. А это хороший результат. 400 метров здесь на это не бегали. Не было чемпионата, чтобы сравнить с мировым рекордом. Так, смотрим. 37, ну, соответственно, мировой рекорд. Первый здесь забег, он, соответственно, становится всегда мировой рекорд, получается. 37 результат, ну, опять же, сложно, в этом мире никто не бегал. 37, четвертый результат среди всех атлетов. То есть в других мирах люди бегали получше, но это в других мирах. Посмотрим, как они здесь прибегут. 17 ошибок, я считаю, неплохо довольно. Для 400 метров ошибок немного, но вот он 29 разбежал все-таки. Каждая третья ошибка, она исключалась примерно. Смотрим. Так, не получилось угадать. Фальстарт. Так, давай. Похуже время реакции. Ну, видимо, это все-таки 3000 у него реакция получше 3000. 1.07. Так, чуть хуже бежит. На десятку проигрывает. А здесь уже выигрывает. На 100 метрах он разогнался неплохо. 13.64. Десятку выигрывает. Круто. Берни, да. Вот это собрался. 18.30. А здесь уже 2 сотых проигрывает. Здесь 35. Смотрим здесь. 27.64. 27. 4 сотых проигрывает. 15 ошибок у него уже. 32. 2 десятки их проигрывает. Уже много. Эх. Ну-ка. 37.60 все-таки устал. В конце он уже. Здесь 37.24. 37.68. 4 десятки проиграл. На одну ошибку больше допустил. Ну что ж. Посмотрим. У него есть еще одна попытка. Что сейчас будет? Так. Побежали. Если он проиграет, то все. 3-1 выиграет Усейн Болт. Зрителей много. Интерес большой уже. 85 тысяч. 85% заполненность. Так. 9.44. Проигрывает пока. Здесь тоже проигрывал. 13.96. Устал, видимо. Вот он устал, да. 13.96. 2 десятки. Уже это все-таки столько дистанции не пробежали. 18.45. 1 десятку. Ну вот наверстывать немножко. Посмотрим, что здесь будет. Так, 20. Вот это да. Ничего себе. Обгоняет. А потому что ошибок мало. 11 всего лишь. 32.44. Проигрывает все-таки. Устает. Десятку проигрывает. Ну-ка. Нет, не смог. Все-таки тяжело. Устал. Он устал. Победил. Вот, все. 3 дистанции. 3-1. Все. Усейн Болт победил. Ну, была непростая борьба. 5-й результат у него сейчас здесь. Свое он улучшил на 8 сотых. Но устал.
столько дистанций они бежали, практически везде, там до 4 побед. Это тяжело, и длинные дистанции, не каждый может справиться, а он всего лишь 1 из 45. Вот, соответственно, у него 1,50 получился в рейтинг, в этот добавился за эту битву, это 5,50. Причем 13 ошибок, меньше, да, но тем не менее все-таки, с погодой у него более-менее было. 15 практически по этапам бежал также, частота шагов в секунду, 15-23, 15-26, ну, 3 сотых на дистанции 400 метров. Мне очень нравится. Здесь вот у него время реакции было чуть-чуть хуже. Ну так понемножечку набирается, да. Здесь чуть-чуть хуже, там чуть-чуть хуже. Здесь отставал 2 десятки, вот практически ему их не хватило. Где-то вот надо было лучше бежать на каких-то отрезках. Ну вот, следующая пара теперь. Бейли 1900, Ронни 60. Ронни обладатель рекорда на 400 метрах здесь. Так, ну на самом деле здесь я видео закончу, потому что у меня была основная задача этого видео, это показать, как можно сделать интересный чемпионат. Видео я продолжу, сниму, это будет отдельно вот по этому чемпионату, окончание чемпионата, как будет проходить. Но главное, мне кажется, мне удалось достигнуть цели. Я показал, что сделать можно соревнования очень интересные, реально. То есть вот первая битва уже интересно. А представьте дальше, да, здесь будет 10 победителей, потом 5. Они будут между собой биться. Там, посмотрите, как вот Дмитрий там бьется, да, с Купером. Очень сильный, кстати, атлет. Купер это местный, да, с этого мира, но он не местный. Из другого города, из другой страны. Здесь будет куча интересных атлетов, которые победят. Потом они будут биться между собой, и в итоге будут там самые сильные там медалисты, да. Никто не отменял, ведь мы же можем еще на всех моих устройствах, здесь у меня их всего 3, да, включая компьютер, сделать еще различные чемпионаты, и еще оттуда выбрать нескольких сильнейших атлетов, тоже там из 20, из 30 и так далее. И будут сильнейшие атлеты. А потом самых сильных можно ведь отправить на другие устройства, к вашим товарищам, друзьям. И они будут биться там с самыми сильными. Представляете? Это все очень интересно. То есть смысл такой вот. Делайте атлетов, тренируйте, вы их уже знаете, вы их запоминаете, и вам интересно, как они будут биться с другими. Вам кажется, что уже, ну все, самый сильный атлет победил всех, как его может победить? А нет, все равно еще находится и другой. Или там от ваших друзей там прибывают атлеты, которые побеждают его. Вот так вот. Как в настоящей жизни. Это спорт. Последнее, что я здесь сделал, здесь вот у меня один контракт есть еще. Подписать Ронни. Он просто у меня закончился здесь, чемпионат, и я его не подписал еще. Контрактов Ронни. Ну, сделаем там на 30 дней, например, да, контракт. Один контракт у него после чемпионата он заработал, можно подписать. Ну, пусть будет тренер, например, да. Будем надеяться, что доктор не потребуется. Соответственно, будет бежать-то быстрее сейчас Ронни немножечко. Вот у него теперь в команде, у него тоже теперь тренер. У него уменьшается количество ошибок за счет тренера. Тренер это много чего дает. Вот, на этом я заканчиваю. Смотрите видео чемпионата. В дальнейшем я его выложу. Делайте свои чемпионаты. Поверьте, это интересно. Тренируйте атлетов к ним. Вы теперь все видели, как все это происходит. Спасибо за внимание. До свидания.